Привет, друзья, с вами Лада, и в этом видео буду тестировать цветные карандаши с AliExpress. Давно хотелось попробовать и все-таки решилась их заказать. Если вам интересно, то оставайтесь со мной, и все необходимые ссылки я обязательно оставляю в описании под видео. Также, если вы хотите не пропускать выхода новых видео, то обязательно подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, впереди много всего интересного. Карандаши были упакованы очень хорошо, я заранее написала продавцу о том, чтобы он их получше упаковал, так как наша Почта России не всегда бережно обращается с посылками и роняет их, и кидает, поэтому в этом плане лучше перестраховаться. И продавец пошел мне навстречу, упаковал в двойную пупырчатую пленку, чему я очень благодарна и рада, и карандашики добрались до меня в целостности и сохранности. Мне пришлось их пораньше открыть, чтобы тем самым проверить их целостность, и если что, написать продавцу или открыть спор, но, к счастью, это не понадобилось, потому как ни один карандаш не сломался при доставке. Я очень-очень этому рада. Давайте сейчас достанем карандашики из упаковки и посмотрим на их цветовую палитру. Чтобы достать карандаши, лучше с обратной стороны помочь себе. Здесь тоже открывается. И вот таким вот образом немного это все вытаскивается. Вот так вот. Конечно, здесь нету каких-то специальных упаковок, пластиковых или же какого-то специального пенала, хотя он прилагался за дополнительную плату, но я его не взяла. Но сейчас вот думаю, что он бы мне в этом плане пригодился бы очень. Потому как эти карандаши надо же как-то хранить. Вот, надо придумывать упаковку. Вот так эти карандаши находились в упаковке. Да, я увидела, что у некоторых карандашей грифель немного отколот, но считаю, что это не страшно. Посмотрим, как они будут затачиваться. А сейчас мы сделаем выкраску и увидим всю палитру цветов, как она будет у нас на бумаге.
Итак, сделала выкраску, постаралась разделить цвета на категории для удобства. Скажу сразу, что мне понравилось в первую очередь, это то, что карандаши мягкие, на них не нужно слишком сильно давить, чтобы получить насыщенный цвет. Достаточно вторым слоем пройтись, и цвет будет очень-очень яркий. Еще когда я первый раз взглянула на эти карандаши, мне показалось, что некоторые цвета повторяются. Но когда я делала выкраску, я поняла, что все цвета разные. Даже если есть один и тот же цвет, то все равно имеет разный оттенок у разных карандашей, и это очень здорово, это очень интересно получается. Еще в наборе я заметила два карандаша, это серебряный и золотой. Если серебряный больше похож на серебряный, то золотой скорее больше похож на светло-коричневый. Как вы видите, кончики карандашей окрашены предположительно в те цвета, которые имеет грифель. Но делая выкраску, я поняла, что это не так, потому как цвет колпачка зачастую отличается от самого цвета грифеля. В этом плане, конечно, хорошо, если вы делаете выкраску и сразу подписываете, какой цвет, какой номер имеет. На каждом карандашике этот номер присутствует, так вам будет легче ориентироваться в цветах. А теперь давайте посмотрим еще один момент, как эти карандаши смешиваются друг с другом. Попробуем смешать эти два оттенка. Вот такой результат у нас с вами получился. Ну, на мой взгляд, они смешиваются достаточно хорошо. По крайней мере, меня такой результат устраивает. Особенно в рисовании мандал очень красиво будет все смотреться. А теперь посмотрим, как эти карандаши стираются обычной резинкой. Ну, очень хорошо стираются. Конечно, стоит приложить небольшие усилия, но результат есть. А сейчас мне хочется посмотреть, как эти карандашики будут рисовать на крафт бумаге и на черной бумаге. Я отобрала несколько таких интересных цветов, и давайте же потестируем это все. Ну вот такая мини-выкраска получилась. Конечно, я попробовала не все цвета, но уже по этим можно сделать какой-то вывод, что некоторые цвета раскрываются очень хорошо на крафт бумаге, некоторые на черной. Вот как раз эти два цвета. Это был золотой карандаш, это серебряный. На крафт бумаге они практически незаметны, особенно золотой. А вот на черной бумаге они очень хорошо выделяются. Еще меня очень порадовал белый карандаш, как ни странно. Посмотрите, какой он на крафт бумаге яркий получился. И на черной бумаге тоже яркий получился белый карандаш. Меня это очень порадовало. Но, конечно, если мы сравниваем выкраски цветов на бумагах, то на белой бумаге такие карандаши смотрятся очень выигрышно. И сейчас давайте посмотрим, как эти карандаши у нас точатся. Это тоже немаловажный пунктик. У меня обычная точилка простая. Она отлично точит мои акварельные карандаши Kohinoor. Посмотрим, как будет точить эти. И будет ли ломаться грифель. Так, ну этот грифель сломался, понятно. Точим дальше. Вообще, конечно, советуют точить канцелярским ножом. И я так и делаю. Но давайте посмотрим, как это все с точилкой происходит дело. Ну, скажу, что вот сейчас уже грифель не ломается. Плотно сидит в своем месте. Дальше я уже буду точить канцелярским ножом. Давайте еще какой-нибудь карандашик заточим. Точатся они достаточно легко. В принципе, грифель на месте, не шатается. Ну, это, в общем-то, плюс к этим карандашикам. Я обязательно в конце видео вставлю процесс рисования этого пейзажа. Хотелось пейзаж попробовать этими цветными карандашами порисовать. Мне показалось, будет интересно. А сейчас хотела пару слов сказать о белом карандаше, который в наборе представлен. Вообще функция белого карандаша – это плавная растушевка цветных карандашей. Но здесь
вот этот белый карандаш скорее смягчает границы цветных карандашей, но их не очень сильно растушевывает, так что имейте это в виду. Но если какие-то вы хотите на крафт бумаге рисунки белыми карандашами, то этот карандаш вполне подойдет, как мы уже убедились по выкраске. Какой вывод я из этого обзора могу сделать, это то, что карандаши мне очень понравились. Я ни разу не пожалела, что взяла такой большой набор в 72 цвета, потому как выкраска показала, что здесь очень много цветов, оттенков всяких разных, и такая палитра подойдет и для рисования и портретов, и пейзажей, и каких-то любых других объектов, предметов, раскрашивания мандал, что-то еще, чего-то другого. В общем, очень-очень рада. То, что они мягкие, это большой плюс. То, что они ярко рисуют, тоже большой плюс. Очень мне напомнили мои акварельные карандаши Kohinoor Mondeluz, только они не размываются водой. Также у продавца представлены наборы 24, 36 и 48 цветов. Но если уже вы решились покупать эти карандаши, то я советую все-таки брать большой набор 72 цвета, тогда вы не будете испытывать нехватку в каком-либо цвете, потому как здесь их просто огромное количество. Ссылку на этого продавца я обязательно оставляю в описании под видео, заглядывайте туда. И я очень надеюсь, что это видео, этот обзор вам оказался полезен. Буду рада, если у вас возникнут какие-то вопросы, пишите обязательно мне их в комментариях. Также пишите свое мнение, свои отзывы. Может быть, кто-то покупал эти карандашики, как вы ими довольны, обязательно отпишитесь в комментариях. Я вас всех очень люблю, увидимся очень скоро в следующих видео и трансляциях. Вдохновения вам, пока-пока!